Чебуреки всегда желанные гости на нашем столе, особенно когда мы ждем гостей. Рецепт очень несложный, делается на воде. В большую глубокую миску добавьте воду, добавьте соль и растительное масло. Я беру оливковое, так вкуснее. Причем оливковое беру максимально зеленое с запахом. Сразу все оливковое масло в тесто добавлять не нужно. Когда тесто почти будет замешано, вы остатки этого масла уже вылейте и домешаете. Водку добавляем сюда сразу же, перед замесом, перед мукой. Столько, сколько написано, очень точно отмерьте. То есть не нужно брать меньше. Минимальное число на это количество муки это 15 грамм. То есть отмерять можно именно в граммах, а не в миллилитрах. Поставили пиалочку на весы и налили 15 грамм. Я беру 20. Так всегда хрустящие, более пузыристые, более вкусные чебуреки получаются. Водку абсолютно не нужно бояться добавлять. При термической обработке в горячем же она испаряется из теста, но она делает тесто очень слоистым, вкусным, хрустящим. Такие чебуреки можно есть абсолютно всем, детям в том числе. Никакого привкуса водки у вас не будет. Муку я добавляю постепенно, так легче вымешивать. Вы можете добавить ее всю сразу, кому как удобно. У вас в итоге должна мука вся полностью впитаться в тесто, то есть ее не должно быть сухой на поверхности. Я вымешиваю тесто на столе минуты 3-4, чтобы оно стало более-менее эластичным. Можно минут 5, это вообще идеально, если у вас есть время и желание этим заниматься. После того, как тесто ваше готово, сверните его в шарик, заверните в полиэтиленовую пленочку, в пищевую, и оставьте при комнатной температуре на 1 час для расстойки. Это обязательно. После этого тесто станет очень эластичным, очень податливым, его будет очень удобно раскатывать очень тонко. Это очень-очень важный нюанс. На 1 час оставьте тесто при комнатной температуре в полиэтиленовой пленке. Для начинки вам понадобится фарш, лук и вода. Лук должен составлять примерно 30-40% от общего количества фарша и воды 10 грамм. Я любитель классических чебуреков, крымских. Они самые вкусные, самые лучшие. На заварном тесте тоже неплохие, но эти лучше. По прошествии часа с тестом сразу можно работать. Я работаю с тестом на силиконовом коврике и всем советую. Тесто очень приятно на нем раскатывается и абсолютно не прилипает. Сделайте из теста колбаску. Разделите колбаску на несколько одинаковых частей, примерно грамм по 80-90. Кто любит очень большие чебуреки, можно 100-граммовые кусочки делать. Я работаю с тестом очень быстро, поэтому ничем оставшиеся кусочки не накрываю. Делаю из них шарики, они у меня лежат тут же на столе, и я начинаю жарить и быстро катать. Но кто этого не может быстро делать, поэтому вы можете накрыть чем-то, либо сверху смазать растительным маслом, чтобы тесто ваше не заветрилось. Когда раскатываете идеально круглую форму, соблюдать не нужно, потому что вы все равно будете обрезать. Для обрезания теста очень удобно использовать ролик для теста. Он делает как раз те самые края зазубренные, к которым все привыкли. Начинки не кладите много, ровно в 1 слой. Я подставляю вот так пол-тарелки и обрезаю просто роликом. Получается идеальный чебурек, он не раскрывается и хорошо держит форму. Когда будете обжаривать, масло наливайте побольше, почти как во фритюре. Это прям главный совет. И во время обжаривания обязательно поливайте сверху маслом. Тесто у вас начнет пузыриться сильно, подниматься, раздуваться. Так и должно быть. Если не будете сверху поливать масло ложкой, то чебурек может не так сильно подняться. Вот здесь хорошо очень видно, видите? Начинает тесто белеть и пузыриться. Огромный пузырь надувается. Вот. Так и должно быть. Так делаются чебуреки крымские, те самые настоящие. Тесто будет очень сочным, вкусным, внутри эластичным, сверху хрустящим. Все так и должно быть. Чебуреки жарьте на среднем огне, так как фарш у вас сырой, все должно пропечься до светлой золотистой корочки. Выкладывайте чебуреки на салфеточку, чтобы масло у вас стекало. Кстати, чебуреки прекрасно греются в микроволновке или также на масле. Их можно наготовить загодя.